Всем привет, меня зовут Мила. От пошива предыдущего красивейшего изделия у меня остались не менее красивые джинсовые лоскутки. Не могу позволить себе выбросить их и не показать вам, что из них можно сделать очень-очень красивенькое. Придав им необходимую для себя форму, я наклеиваю обычным канцелярским сухим клеем на ткань. Ткань можно взять любую. Я беру старую белую простынку. Когда у меня выходит видео с такими работами, где я клею ткань вот таким клеем, спрашивают, какой именно клей нужно брать. Я пробовала разный вот такой вот клей. Тут не в фирме дело, а просто, чтобы он клеил. Вот если он клеит бумагу, он и ткань приклеит. И это клей, не навсегда. То есть это для того, чтобы просто ткань никуда не съезжала, пока вы ее обрабатываете дальше. То есть это, можно сказать, сметка, либо вы иголочками прикололи. Вот так. И пятен после стирки от него не остается, если он не, как сказать, как лакмусовая бумажка. Я знаю, есть такой вот клей, я недавно в видео видела. У него остается такой фиолетовый цвет, чтобы видно было, куда ты его нанес, а куда не нанес. Вот тот клей только для бумаги. Его стирать, говорят, нельзя. Итак, после приклеивания всех джинсовых кусочков, сердечек, там прямоугольных разных, я еще добавила немножко кружавчиков, чтобы это прям была совсем такая няшная женственная работа. И после этого накрываю виниловой пленкой и буду по ней стегать. Стегать я буду белыми нитками, обычными, потому что у меня никаких там фельдеперсовых, шелковых или еще каких-то нет. У меня обычные в большой бобине белые нитки. И тут самая главная стежка. Вот тут у меня левой рукой под указательным пальцем есть одно сердечко, которое прошито, я его просто простегала как бы по контуру. И получилось некрасиво, криво-косо, мне не понравилось, я распустила. И после этого я решила просто дрыгательными, по-другому не сказать, движениями начать все это стегать. То есть сделать такой эффект, как при скрапбукинге, вот бумагу так прошивают, бывает, либо просто даже ручкой такие вот штришки как бы делают, как будто это вот просто, знаете, прихвачено так ниточками по контуру. И это вроде как зигзаг, но он каждый раз, пики получаются разной длины. Это не такой вот прям ровный классический зигзаг, это будет такой весь с разной длиной пиков. Очень классно смотрится, во-первых, в перемешке с белыми серыми оттенками, как бы в одной цветовой гамме, плюс пленка дает очень красивое бликование, и вот эта вот строчка очень красиво делает как бы ямки на пленке, и тем самым блики становятся очень красивые и такие вот характерные. Я даже не подкладывала ни синтепон, ничего, там просто джинс и вот та тоненькая старенькая простынка. Я даже здесь в видео подольше оставила процесс стежки, потому что, клаптик маленький. И я так как бы немножко сама огорчилась, когда он у меня быстро закончился. Думаю, вот это все, да? Ну ладно, зато я сделала очень красивую заготовку. И мы будем продолжать сейчас из нее с вами творить дальше. И, конечно, мне бы хотелось узнать ваше мнение по поводу такой стежки. Такой вот не классической, какой-то красивой, вымеренной, где, знаете, просматривается тема узора, рисунка. Как вы относитесь к таким работам? И считаете ли вы, что с такой стежкой справится новичок в свободно-ходовой стежке?
Вот давайте посмотрим поближе, как выглядят все эти зигзаги и как они смотрятся. Ну, ну все выглядит хорошо. Можно даже сказать достойно. Заготовка получилась классная, нарядная, красивая. Конечно, пленка делает свое дело. Очень все переливается. Это большой плюс любой заготовки. Вот что бы под этой пленкой ни лежало, это будет выглядеть празднично. Ну а далее, не мудрствуя лукаво, как говорится, я просто сошью небольшой чехольчик, но тем не менее я обязательно покажу весь процесс, который очень всегда нужен новичкам. Как вшить молнию, как пришить подкладку и как обработать срез такого кошелечка. Подкладочная ткань у меня очень тоненькая, и я ее взяла 2 слоя. По краям сметала ее, потому что она просто живая и ездит во все стороны. Для второй стенки кошелечка по размеру стеганой заготовки я подготовила кусочек пленки. Закрываю края молнии красивым серебряным джинсом. Теперь отгибаем эти подкрои и прокладываем сверху строчку. Прикладываем молнию к стеганой заготовке, накрываем сверху подкладкой и прокладываем строчку. Можно одной строчкой это прострочить, можно 2. Я всегда привыкла строчить 2. И на другую сторону молнии пришиваем пленку. Чтобы джинсовый край на молнии не обсыпался, я обрабатываю его вручную. Там с 2 сторон буквально по 2 сантиметра, и менять в машинке катушку на серую нитку, но мне было лень. Мне легче было это сделать на руках. И вот теперь нужно обязательно отпарить края, прежде чем прошить. Тут я кому-то показываю, но я была уверена, что вам будет видно. Утюг у меня на 2 был выставлен. И через ткань я просто как бы нагреваю пленку. И вот пока она будет мягкая, ее нужно пальчиками выложить так, как вам нужно. Она потом остынет и будет лежать так, как вы ее выложили. Пальцы у меня были очень горячие, и это не помогало быстро остудить пленку, но лето, жара. Я взяла ножницы и просто прикладывала. Можно взять металлическую линейку, приложить, и пленка быстро остывает. Далее нужно проложить какую-то отделочную строчку, либо декоративную, либо прямую, как в моем случае. Неважно. Главное зафиксировать в нужном положении пленку и подкладку. И с другой стороны это будет пленка и молния. Решила сделать еще небольшой карабинчик. Ну, вдруг захочется в руку взять, повесить где-то. Ну, где-то, ну, в туалете, мало ли, да, куда зайдет девушка, женщина, привести себя в порядок. И закрываем края джинсовым, это в моем случае пояс. Я из джинса выкроила полоску 4 сантиметра шириной и закрываю края косметички, кошелечка, чехольчика, в общем, вот этой прекрасной вещички. Когда я вложила в нее телефон, я подумала о том, что не нужно будет доставать телефон каждый раз, когда он звонит. Можно просто посмотреть, кто звонит, и подумать, а стоит ли брать трубку. Или сделать вид, что вы не слышите и слишком заняты. Очень удобно, кстати. Нарядно будут смотреться какие-то заколочки, какие-то украшения, какая-то косметика. Но так как у меня кулечек плоский, у него нет объема, все-таки какие-то большие пудреницы толстые или какие-то лаки для ногтей будут смотреться громоздко. Но как подарочный вариант будет смотреться шикарно, если вы туда положите какую-то заколку, да, какую-то косметику и преподнесете подружке, маме или себе,
Ну, не знаю. И, кстати, девочки, этот кошелечек я хочу подарить кому-нибудь из вас. Пожалуйста, напишите, кто хочет его получить в подарок. Большое вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. Как всегда, нашли время, чтобы заглянуть в гости, поболтать немножко о том, о сём, о пятом, о десятом, вдохновиться. И я вдохновилась, то, что вы посмотрели. Сейчас будете писать комментарии, я быстренько их буду читать, отвечать, и тем самым тоже буду вдохновляться. Я вас всех очень люблю, всех целую, всем желаю крепкого здоровья. Пока-пока.